На малый поршень производится давление, равное 5 на 10 в пятой паскаль. С какой силой давит большой поршень, если его площадь 1200 сантиметров квадратных? Давление равно 5 на 10 в пятой паскаль. Известна площадь большого поршня. Это 1200 квадратных сантиметров. Спрашивается в задаче, с какой силой давит поршень большой. Малый поршень и большой. Вот жидкость. Нам известна площадь большого поршня. Площадь малого неизвестна. Но нам известно, что давление, которое производится здесь, равно 5 на 10 пятой паскале. Вот это давление, которое здесь, 10 пятой паскале, будет точно такое же давление и здесь, потому что жидкость передает давление во все точки одинаково. Нам неизвестна ни сила, которая действует на малый поршень, ни его площадь, но мы знаем, что вот эта сила, которая действует на малый поршень, в отношении силы к площади равна 5 на 10 пятой паскале. Вот это давление, которое получается в результате действия этой силы, получается в жидкости 5 на 10 пятой паскале. Теперь, зная это давление, зная площадь большую, мы можем узнать, чему будет равна сила, с которой будет действовать большой поршень. Итак, мы знаем о том, что P равно сила, деленная на S, на площадь. Здесь у нас площадь чему равна 1200 сантиметров квадратных, и, понятно, давление тоже есть. Итак, подставляем F равно P умножить на S. Подставляем те значения, которые есть. F равно P 5 на 10 в пятой паскаль умножить на 1200 квадратных сантиметров. Вот мы будем знать, какая сила. Ну, сила у нас определяется в ньютонах. Вот это большое, S большое. Сила будет в ньютонах. Поэтому нужно все эти величины, которые есть в этом произведении, нужно перевести в системные значения так, чтобы здесь были ньютоны. Пишем 1 паскаль равен 1 ньютон на метр квадратный. Ньютон у нас уже появился. И теперь сантиметры квадратные. Мы знаем, что 1 сантиметр равно метр делить на 100. Давайте подставим сюда вот эти значения. Именно в эти выражения подставляем сейчас значения для того, чтобы получить необходимую величину силы. F равно, большое равно 5 на 10 пятой. Вместо паскаля поставим ньютон на метр квадратный. Умножить на 1200. Вместо сантиметра подставляем вот такое значение. Метр на 100 в квадрате. А вот теперь равно, пишем 5 на 10 пятой ньютон. Метры квадратные можно записать в знаменатель, умножить на 1200. Здесь будет метры квадрат вверху, а здесь будет 100 в квадрате. Это 10 в четвертой степени. Еще раз перепишем, чтобы было более понятно. 5 на 10 пятой ньютонов умножить на 1200 метров квадратных. Делим знаменатель метры квадратные. И здесь будет 10 в четвертой степени. Что у нас получается? Метры квадратные сократились. 10 в четвертой тут останется вот так. Просто 5 на 10. Получаем вот такое значение. Тут можно объединить эти нолики. 12 умножить на 5 будет 60. На 10 третий чего? Ньютонов. 60 на 10 третий ньютонов. F большое в данном случае будет равно 60 килоньютонов. Запишем значение F большое равно 60 килоньютонов. То есть операции с именованными величинами в физике постоянно нужно будет проводить. Либо их раскрыть, либо наоборот сгруппировать. Иногда приходится группировать, иногда приходится раскрывать для того, чтобы получить необходимые данные. В данном случае раскрыли паскаль. Паскаль мы раскрыли до ньютона на метр квадратный. Нам этого оказалось достаточно. Потому что дальше можно и ньютон было раскрыть. Но нам это не было необходимости, потому что мы же искали силу в ньютонах. И у нас получилось, что квадратные метры сократились. Все остальное получили значение.